Могу про себя сказать, что мне не очень нравится граффити в целом и граффитчики. То есть очень слабый интерес к этой культуре, что к зарубежной, что к российской. Вот. Да, до поры до времени, блядь. Если третий раз позвонить, ты уже начинаешь наоборот думать. Мне нравятся чуваки, с которыми рисую я. Это прям вот очень мало людей. Типа это Алексей, Толян, там вся московская тусовка команды Нёк, известная, да, то есть вот эти люди мне интересны, типа. И чуваки из команды, я не могу понять, что типа за хуйня происходит, почему мне, блядь, почему я не интересуюсь граффити культурой. То есть мне это вроде бы нравится, но мне вообще почти не интересны граффитчики. Я вообще ненавижу вот эту движню, когда ты едешь, куча граффити, электрички. Я просто презираю. То есть я хотел бы видеть чистые стены. Почему-то мне не нравится. Команду Нюк. Да, но вот когда я вижу движение внутри вот людей, которые мне нравятся, меня это возбуждает. То есть Стас Манос. Кто тебя еще возбуждает? Меня возбуждает Манос, меня возбуждает Аксейк, меня очень возбуждает Мунрайз. Ну, это королевская движня, да? Ну, вот как раз Аксейк, это уже, например, там... Ну, то есть, получается, что разные вроде бы люди могут нравиться, но в целом граффити-культура вызывает как бы негативные эмоции, ну, у меня лично. Мне не нравится вот эта постоянная движня, что мы все должны быть там, блядь, на каком-то коннекте непонятном, куда-то все время нестись, что-то рисовать. То есть, если у человека какие-то хуёвые рисунки, он мне максимально не интересен. То есть, если с твоей командой хуёвая команда и очень много тегов по городу, то чем их больше, тем менее интересна мне эта команда. А Фита? Ну, исключение Фита. Да, потому что он становится более интересен. Как же Фита? Как насчет... не знаю, кого... Шона КГБ. Ну, я к тому, что, да, если говорить о движении вот этом королевском каком-то, не сказать, что оно прям есть, но тут есть какая-то магия. Почему-то, ну, город, не сказать, что он интересный, чем-то примечательный. Тут также все довольно неорганизовано в плане жизни, как во многих городах. Но почему-то в плане творчества, да, вот уже 20 лет, ну то есть вот как у нас началось граффити-движение с командой КГБ, примерно 98-99 год, тут присутствует какая-то магия в отношении людей друг с другом, с вот этой художественной вот этой всей историей, какая-то реально космичность в мозгах, что ли. Вот если взять там Иру Пеле, то есть мы с ней дружим, но вроде бы нет в плане творчества каких-то прям вот соприкосновений, то есть, ну, мне с Ирой там вроде продакшн сделать не хочется, но я вижу, как она размышляет, и я понимаю, что это какая-то чисто королевская вот хуйня, то есть это опять какой-то космос, как Толян вот сюда тоже вот переехал, у него тоже, видимо, с космосом что-то, да, свои отношения. Ну, то есть так получается, что движение действительно есть, оно какое-то реально легендарное, что ли, метафоричное. То есть может показаться, что в какой-то момент никто ничего не рисует вообще, что типа пиздец. А потом ты смотришь, на следующей неделе опять все нарисовали просто все. То есть полный разъеб, и ты понимаешь, что как будто бы граффити имеет смысл только в Королеве. То есть, ну, хуй его знает, как так получается, но какая-то вот эта, если говорить именно о королевском вот этом движении, какая-то магия есть. Я думаю, этим исследованием этой хуйни займутся как бы потомки или предки, как потомки. Предки — это кто уже сдох.
сам просто не понимаю. Я сам рисую, я считаю, редко, но потом думаешь так, а что значит редко? Ты вроде опять что-то понарисовал, кучу какого-то непонятного говна, типа. А ты такой думаешь, бля, я не рисую, я очень редко рисую. Я что-то, блядь, каждую неделю рисую опять какой-то вот. Какие-то истории, да, какие-то опять истории в голове рождаются, вот это вот все. И вот эта взаимосвязь, ну, Саша Шон, который рисует с 98-го года, и ты опять видишь, как он опять что-то придумал, то есть ты уже думал, что он сдох, типа, а он опять вот что-то сделал, и ты опять как-то вот этим вдохновился, и он к тебе зашел в гости, вы попили пиво, и ты думаешь, блядь, надо сделать продакшн. А когда думаешь, какой надо сделать продакшн? Блядь, надо нарисовать слово space, наверное, чтобы были звезды, ракеты, стрелки и космос. И думаешь, типа, что это за хуйня? Почему я опять в это, ну, все... Почему? Вот я опять сейчас с Шоном размышлял, сделать продакшн. Я думаю, надо сделать слово magic, блядь. Ну, у банка есть такой. Да. И я понимаю, что это какая-то олдскульная хуйня, это какой-то вирус, ну, в голове. Вот это вот КГБ движение, это, ну, как это какой-то... Ну, это какая-то религия, походу, вот это в голове, вот это рисовать граффити, это похоже уже на реально секту. То есть... Я много сказал, что граффити это не тоталитарные секты без централизации, короче. То есть, грубо говоря, там свидетели Иеговы, да, у них там есть кто-то главный, типа во всей этой пирамидке, они там выстраивают эту иерархию. А в граффити этой хуйни нет. Есть просто разные точки зрения, но нету такой централизации, что я главный, короче, или что-то еще. Вот, хотя некоторые пытаются эту тему выстраивать, когда там встаешь, грубо говоря, на формат там не локальной сцены, а хотя бы локальной сцены там ветки, а там ни одного города. Вот, очень часто иерархия. Ну, вот ты, наверное, шаришь в каких-то ветках. У меня, я когда слышу про граффити на какой-то ветке, у меня просто приступы тошноты, отвращения. Вот некоторые у меня тоже на самом Я деле. не знаю, Я что прям это про вообще. ветку думаю, у меня целиком прям оттуда вот не буду как бы вдаваться Мне в почему хочется подробности. уничтожить граффитчиков в этот момент. Мне кажется, это реально вандализм, что не надо эти рисовать на граффити стены, бластеры. что надо закрашивать стены, что надо, блядь, уничтожать граффитчиков. А потом я думаю, что у меня это, ну, какой-то тип заеб, что заеб. Я смотрю тоже. Думаю, блин, вот висит стенка там, не знаю, кто-то какие-то цветочки там с рекламой своей нарисует. Или что-нибудь еще, короче, точно такое. Ну, какие-нибудь колонны. На самом деле, есть... Ищешь смысл как бы произведения, думаешь, диалоги там художника с зрителем или диалоги художника с художником там, да, и тут ты видишь, что как бы идет исключительно монолог художника потребитель, как-то так. Ну вот я как старый хер могу, в принципе, заявлять, что в начале 2000-х, когда было все лучше, типа, там, что было, там люди морочились вот именно со стилями, там сидели вот эти парни в школе, они как-то там пытались соревноваться вот в какой-то хуйне, которая выливалась вот в эту магию. Почему вот сейчас ребята завели паблик однажды в СССР, который ограничен, ну, не знаю, почему так называется, кстати, а он ограничен 2005 годом. Ну, типа 98-й, 2005. Гайки начали закручивать Да. в 2005-м. То есть в этот период люди относились к граффити как бы не фанатично, Самобытно посредственно. да, то есть там была какая-то задача сделать интереснее, чем чем-то. То есть там не было задачи просто Ну, сейчас рубить. Сейчас это есть, но оно вот, видимо,
Ну, не знаю, граффити оно обрело просто несколько каких-то таких форм, что ли. Ну, кому-то нравится там рисовать там рустовку или там... Да, повернули уже давно. Ну да. Это наболевшая хуйня. Мне нравится об этом поговорить, что раньше было лучше. Что раньше Да было ебать. граффити. Раньше рисовали вот эти вот с градиентом ебальники. Вообще, мне кажется... Сейчас ну есть. Ну как-то, блин, это так прикольно раньше смотрелось. Раньше еще за ебальники ебали. Я пытался вчера сесть нарисовать ебальник с градиентом, и я вижу, что рука уже реально... Ну я хотел сделать, да, типа синий. А рядом надпись член. Я хотел сделать просто ебальник в капюшоне, как раньше. И я понимаю, что я это реально раньше что-то рисовал, а сейчас уже ты отвлекаешься на что-то. Ну, магия, это вот шкала, не знаю. Ну, не знаю, что пошло, типа. Я вижу, что просто активность типа упала. И что Настя еще на этих гаражах на подливковских вообще просто как это нет интереса. Раньше заезжаешь, ну типа прям... Нет интереса к граффити, да, никто не хочет тратить время на это, на соревнования в стилях. То, что было всегда по кайфу, это соревноваться в стилях. Ну сейчас видишь, типа все пресловутенько, так квадратные буковки, шашлычки. Да, вот этот дуб скрю вот у нас вот на ветке преобладает там дуб скрю, я считаю, это... Самый активный граффити, который стоит... Да, это прям для учебников, вот, по граффити. Это вот. По граффити бафу. Да, вы, блядь, в Королёв верните. Вы, короче, вот просто представьте ветку, которая ограждена вот этим ебаным железным забором. У нас его нет. Вот там, где железный забор, там не надо думать. А где вот его нету, там вот уже давайте думать. Ну, типа, можно подумать про Первомайку, про Загорянку, про Щелково, я не знаю, можно подумать. Можно подумать про фабрику. На Валентиновке. Про Ивантос можно подумать, там, я не знаю. Про Не, ну, Фрезеро можно разумеется, подумать. да, Вот что это вот- все периферия, это, короче, граффити или телепация, где просто чуваки На в самом себе деле вообще не несут. надо делать даже на ветке. Да, так и вышло, что вот именно начиная с вот этого Королева, там действительно интересное начинается граффити. Оно здесь людьми не взято, оно просто есть в людях, и люди его отдают из себя, они откуда-то берут, у себя Да, что-то я просто делают. хотел все равно сказать на камеру, что я ненавижу дуб скрю и все. Уебищные стайл-райтеры, или кто там они, стайл-деятели, огромная какая-то команда, блядь. Она в чем примечательно, что она рисует очень некрасивые вот эти формы, где ни попади, там дохуя людей в команде. Я уже слышал мнение, что это какое-то единственное у нас трушное граффити, блядь, в стране. Я ебал, если бы я был богом, я бы удалил бы вот это крю из истории людей. Хотя там есть какой-то чувак, который что-то там пиздато вроде бы рисует, но я не видел ни одного крутого куска, так губа шлак. И этот шлак, он подбирается к Королеву вот прям в притирочку, да, вот в подливках, там дохуя кусков, там можно видеть бастеры там. Причем я косвенно знаю одного буквально чувака из Дуб Скрю, ну типа да, йоу-мен такой, но это как раз показатель того, как люди относятся к граффити, вот лишь бы сделать много, прославиться, там, в чем прикол вообще, не знаю. Вот, причем по мне понятно, я рисовал с большими промежутками, только на то, потому что рисуется Семейная жизнь, это типа как такое, вроде должно все там закончиться. Я вот жил тридцатника, типа мифом таким, знаете, что там в 30, я вот что-то слышал, что там вот в команде КГБ, там после 30, там некоторые челы
там скупость, типа, перестали рисовать, ну, такое, хочу говорить, это такая хуйня. Но это просто какой-то пластилин, хуйня, она ненужная, короче. И, ну вот почему-то там люди думают, там семья, там, надо завязывать. Ну, я не знаю. А что завязывать? Оно как-то... У меня как будто наоборот, последние вот 2 года только все... Я просто начал осознавать более ясно, типа, что именно я делаю, что я хочу, и то есть как будто все, что было до этого, оно впустую, короче, было. Только сейчас я более-менее понял, типа, что я ну, как ловить, типа, смог для себя объяснить, что я хочу, типа, сказать. И а семья, она наоборот, то есть там у меня дочь, она тоже рисует на бумаге, и типа я вижу ее, что она делает, я вдохновляюсь, короче, с линий там всяких. И типа, такие линии, это как Андрюха говорил, вот этот ебальник синий в капюшоне нарисовать, типа, сложно. Такие линии за ребенком тоже нельзя повторить. Все эти, блядь, с палками, с этими, блядь, стоят там, ты тут кочергой-то хуярят, блядь. А ребенок просто он взял, он вообще заебашил всю тему. И очень просто. Ты типа такой, как пытаешься это все повторить там. Так что нет. Просто надо туда проблему нырять, короче, разрыхлять ее, там смотреть, что делать. У меня вот нет семьи и детей, но я согласен с Алексеем, что если ты лох, то ты бросишь граффити еще до 30 лет. Что-то так повлияет, что ты найдешь отговорку, да. А если ты трушный, типа, чел, который реально любит это дело, то семья, она тебе должна дать вот эту энергию, которая сделает из тебя, наоборот, ультрарайтера. Энергия всегда. Потому что, ну, адекватно, ты можешь валяться на диване, смотреть сраный футбол, тратить 4 часа в день на ссоры с женой, там, на футбол, да, и на алкоголь. И этот же человек тебе будет говорить, типа, блядь, где ты там берешь время, да, на это свое хобби. А на это хобби время не нужно, это вопрос чувства. Ты можешь в 6 утра встать, да, пойти сделать кусок, и там в 8 уже кушать свою там яичницу. Это вопрос отношения, ну, типа, к жизни графичка можно быть реально до самой смерти, я считаю, при этом прогрессируя. Вот, и семья это вообще мощнейший стимул, там жена, ребенок, это пиздец, это вау, то есть кто считает, что граффити это как-то, я сейчас это говорю всем мусора. Меня иногда принимают мусора, там ребята, им там 20, как будто 4 года. И один какой-то мудак у меня спросил, а ты себе там работу не пробовал найти? Я, по-моему, ему чуть ли в ебальник не дал после этого. Потому что, ну, человек даже не пытался узнать, как я живу. Он построил стереотип, что вот если ты рисуешь на стенах, то тебе реально нечего делать. Утилизируешь вот в это, что у тебя нету жизнедеятельности, ты вот типа распиздяй. Это реальная ситуация. Абсолютная, да, хуйня, так что если какая-то, ну, какие-то молодежные люди сомневаются вообще в этом увлечении, да, то могу сказать, что это устроено так, что если ты кайфуешь, это тебе принесет и кайф, и деньги, и там не знаю что, и ты можешь это может не являться основной работой какой-то, ты можешь рисовать граффити, пока у тебя просто поднимается хотя бы одна рука. И, скорее всего, это наоборот тебя сделает богаче и живее, чем твои сверстники. И речь идет о разном граффити, о райтинге, там, о бомбинге. То есть, вот если мы посмотрим в Европу, там люди рисуют вот сейчас на электричках, там вот по 50 лет. Все как бы хорошо. Неизвестный феномен, почему я тоже часто думал, почему там так типа, много рисуют. По идее, ну, они как-то и начинали раньше, и у них может там как-то локально более все замкнутое, что ли, я не знаю.
Ну, жизнь немного другая, там Приоритет другие совершенно. свободнее, да, жизнь, но вот я сейчас чувствую... Рисуют они меньше, ну и как принято рисовать какой-то один Я, такой. кстати, приезжал какой-то поляк, ему там тоже уже было так за 30-ку, он там не работает. У себя дома сидит на пособиях тупо. И вот рисует граффити, причем он такой граффити рисует, ну там как бы, я считаю, что ему можно посоревноваться с Дубасом типа в целом относительно. Прогрессивный, то есть. Да, относительно вот именно прогрессивности его действий. Там. Не, если Дубскрю мы поместим ну, может быть, это будет выглядеть довольно Вообще стайлово, да. Но в рамках России тут надо как бы, я считаю, Красиво, Очень заморачиваться. уползли, типа, насчет семьи. Хотел... Я, пожалуй, это мне помешало продолжить собственную деятельность. Вот. Как и Дубскрю, собственно. Ну, то есть... Ну, ты под семьей подразумеваешь, Ощущения какие-то, ну ты смотришь, что у тебя в жизни происходит. Ну, я на самом деле рад буду детям. Как-то так раз и рефлексируешь, что там происходит, ну типа. Вот ты искала энергию, короче, вот, пожалуйста. Ну, Ты можешь с бабушкой жить, блядь, и энергию там. да, очень Кто-то может, не относительно. знаю, в какой-нибудь, блядь, электриком работать и там энергию тоже. Да, там жить с мамой и вообще. Это сугубо зависит просто от конкретного человека, вообще просто. Очень Либо разные, есть, разные либо ситуации. типа нет. Но если у кого-то сложился стереотип, что семья это конец вот энергии, да, то, Да, ну, Да, это то мы это как очень бы вот легко, готовы сказать, что это не так. Да. У меня любимый пример это певец Том Уэйтс, американский, который всю жизнь писал такое не фолк, ну, короче, какую-то алко-музыку непонятную, да, алко-кантри, какой-то такой, как будто ты вот в хостеле каком-то валяешься, пьяный в говно, у тебя там фары светят в глаза, и ты такой немного как бы в ахуе. Но вот этот человек возымел жену в какой-то момент, и она стала двигателем его творческой энергии, но настолько, что мы как бы узнали об этом вообще человеке, об этом певце Томми Уэйтсе, то есть все его самые крутые альбомы были спродюсированы его женой, о которой никто ничего не знает, то есть она там не дает интервью, ничего, она просто его подняла с этих алкогольных колен, как бы, чтобы он свою ту же самую алкогольную сраную музыку писал с пущей силой, как бы. маяка поднимать колено. Да, и пить он бросил. Кстати, насчет маяка, если уж мы пишем тут интервью, у нас формация сейчас Ёп-Нёк, все, наверное, уже в курсе, то есть команда Нёк, команда с 20-летней историей, крю, которая как бы начало традиции авангардного граффити в России. Все это вроде бы в курсе. И очень отрадно, что команда по сей день супер активная, действующая. Там были в Инстаграме куча, не знаю, там, куча какой-то активности, ну и Слава Майок, да, наш друг, это вот именно новый нёкарец, который нёкает, да, не так, что вот как там, я не хочу на имена какие-то переключаться, то есть мне интересна его деятельность, интересно Вчера нарисовал. интересное развитие, да, то есть Слава рисует все время что-то опять как-то разное, как-то размышляет, и мы вот вместе общаемся, и получается вот это граффити, она ходит, я считаю, до того момента, ты, ну, размышляешь, пока ты фотографируешь. Не как, если у тебя какая-то сраная команда из 3 букв, и ты всю жизнь лупишь эти 3 буквы, там, неважно, на железах или на даже метро, Надо понимать, что ты делаешь, зачем тебе эти 3 буквы, нахуя вы собрались, блядь, вместе, и что вы вообще, зачем вам это надо? Типа, вот, по крайней мере, в наших командах есть это понимание, зачем это все нужно, и вместе собрались, что они сделали. Мы не то чтобы там собираемся каждый день обсуждаем ситуации, но я вижу, что
мысленный процесс. То есть, если мы сказали, что мы пишем за нёк, то это идет всегда работа какая-то, ну типа что такое нёк, то есть что происходит. Если мы говорим, что мы пишем за йог, типа новая формация, то это тоже всегда какое-то развитие. Если мы в какой-то момент поймем, что мы ничего не можем придумать нового, что мы зациклились на своих сраных буквах, как не буду говорить кто, но я не люблю, короче, традиционное граффити, я не люблю все эти команды, которые рисуют там. Мне не нравится, это мне не интересно. Вот. Если мы поймем, что мы в этом деле вот так застряли, первый перестанет это, наверное, делать, потому что полная хуйня, не важно, сколько тебе лет, как бы. И сколько у тебя там жен. Да есть всякие стили прикольные, в Москве гипнотично, ну, типа. Ну, есть, это я. Ты ж бомбишь. Не, Андрюх, нормально. Я вот видел, знаешь, куски Спейси. Я считаю, вроде бы в одном стиле, но мне нравится, типа, охуительно. В КГМ мне там, я не видел ни одного прикольного, да. Команда там «Зачем», я считаю, вот, которую я видел в фильме «Гоп-стоп», мне нравятся все. Которые я видел в фильме «Девиантное поведение», мне там уже не нравится вообще никакие. То есть, если ты очень активен, но твои куски говно, как бы, я считаю, это, ну, типа, уже не прикольно. Не, ну здесь у нас мнение схоже чего. По этому поводу. И в этом плане нёки, они, например, там не делают собаки какие-то, да, но то, что я вижу свежие куски, то есть, ну, конечно, хотелось бы их видеть там, может, и на собаках, но... Ну, желательно, чтобы собака с хвостом была. Это с прицепом, да. Да, с прицепом и с рогами. Рога для собак, типа. Все дела. Вот. Да, блин, не знаю. Сейчас много... Ну, вообще Ярославское направление с поездами столкнулось с проблемой, короче, с такой конкретной. Очень Толян хуёвые поезда, прям один хуёвее другого. Я не знаю, ты там рисуешь, вот твои куски я видел на поездах, в твоем этом инстаграме, это, ну, в принципе, круто выглядит. Я, кстати, вживую не видел. Майонезные, да, такие? Майонезные, вот это acid такая движуха, да. Но в целом все, что я вижу в трафике, выглядит настолько уебански, что я сам хотел бы заняться ловлей этих графичиков. Внимание у них денег и свободы, да, то есть отвратительные трафики. Ну, разве что бывает удается увидеть трафик ТСМ, ну, там как бы хуйни не бывает. Видишь, вот им типа как раз и поднасрали, то есть чуваки но с учетом того, что к нам сюда просто целая куча типов, ну, ЦПП кажется свои поезда, и все, кто в адеквате, не делают их, а эти долбят и те, и сюда катаются, вот, но делают как бы полную жижу. Ну да, вот это вот граффити, который хочется закрыть. Я даже мимо некоторых своих работ там или прохожу и думаю, блин, надо ее... с собой желтую банку закрашиваю. Вот, чтобы она была более желтым таким. Ходишь просто мимо, и тебе не нравятся эти теги, тебе желтые. И все, ничего с этим не поделаешь. Вот, ну, слышал там, что у тех ребят, которые вот решили, что граффити это экстремистское какое-то там движение по распространению 3 букв, вот, на самом деле удивительно. Неужели опыт взрослых поколений не показали, что это такое? Я думаю, от людей, которые не читали там, знаешь, журналов про граффити. Там... Журналы хулиган в руках не держали. Кстати, про трейнбомбинг очень, я считаю, прикольно смотрятся работы Безора.
Она одна, Или одна работа. Я видел вчера, по-моему, в Инстаграме. По-моему, мне показалось, собака нашего направления. Бля, да, это они на самом деле... Ну, в любом случае, хуёво, что сходили. парни как бы интересно делают. Нет, плохо, что они сделали тогда вообще. Ну, Как бы и плохо, куски, неплохо, это и шухер навели, как бы, прикольный скул. Окрам, я так понимаю, вот это вот безор. Это, ну, прикольно, не знаю. Я вот что видел, мне все понравилось. Я считаю, если делать собаки, как надо они делать... в Питере как бы своим непосредственно ремеслом занимаются. Там это клев на стенке типа выглядит, да. Прикольные холсты, типа, безора, хорошие. Странно здесь было видеть. Ну хотя таскаут, например, он рисовал до сих пор большой. Ну, понятно. Ну, да, вот поэтому, наверное, они сделали то самое место, типа, которое не сделали. Да, но оно, типа, не стоило, короче, гонять туда. Вот, и молодежь то, что дорвется. Ну, те, у кого башка на плечах есть, как бы не трогают места ТСМ как раз таки, чтобы вот. Совсем уже... Диалоги, я понимаю, что я вообще ничего не понимаю. Свадьбы. Ничего другого. Я люблю нормальный. Слушай, вообще вот эта тема, она практиковалась в нулевые, когда еще тренд-бомбинг, ну, как бы он был уже, да, и какая-то активность в нем была, но до меня доходила такая инфа, по-моему, Миша Базилик из команды Трёп, короче, рассказывал эту тему, что какой-то чел там рисовал на поезде, вот, в Москве 2, и к нему подошел там не то охрен, не то какой-то работник, этому зачесал, да слушай, я тебе вот поезд украсил, ты еще денег не можешь там отвалишь за это дело, вот, все такое, то есть раньше можно было реально так зачесать жестко, потом прикол, как бы, переходить не буду, как чувак с каким-то муляжом там, вот, угрожал, ну не угрожал даже, Машка, он подошел, просто предложил ему типа кэша, короче, на то, что тут ему разрешит прислать на поезде. Вот, как смешно, там сумма, блядь, 3 вот, но он прямо держал в руках эту штуку, я подумал, что это через вот этот вот, но это мне, наверное, дал различные формы базаров, короче, наслышан про то, как... Базарить прикольно. Про то, как чуваки, типа, запинали, короче, сотрудника там с поту, ну, всякое, короче, там люди вообще попадая вот именно в эту агрессивную среду трейнбомбинга, трейнрейсинга, там начинают прям с катушками местами слетать. Вот, поэтому я к этому сам как-то отношусь, знаешь, очень посредственно и отчужденно. То есть, если есть такая возможность, и я хочу окунуться в эту атмосферу, я этим могу заниматься. Да, но на постоянной основе как бы выпаливать вот эту вот всей херней, страдать. Ну, и есть те, кому это нравится, есть те, которые в эту игру вовлечены, я в это просто не играю. Если говорить про королев, ТГФ очень хорошо. и там как раз таки все эти истории накладывать. ТГФ это наша гордость, я считаю. Да, то есть ребята рисуют очень традиционное какое-то вот это бомберское граффити, но какое-то такое доброе. Да, все эти истории про говно, про мусоров, они Сейчас вообще бальзам на душу. Интересно. И мы с ними никогда не рисуем вместе, но это просто наши братья. очень клёво. Ну как что, какой-то такой вот я сейчас вспомнил, что зимой у нас выставка была даже. Не очень хочется о ней вспоминать, но она была шикарная.
Не, я считаю, она была шикарная, просто она отняла столько ресурсов, что вот вспоминать как бы уже даже стрёмно немного. То есть феноменальная выставка, просто команда Ёб-Нёг рисовали холсты в течение буквально там месяца. Это нереальная какая-то вот. У вас прям дедлайны были, там все дела? Там что-то не было вроде дедлайна, но был такой режим вот это вот ускорения какого-то постоянного. Ну там я вроде как организатор выступил, но у меня не было дедлайна. Я думал, вот сейчас мы дорисуем выставку и мы ее сделаем, а потом дедлайн появился. Потому что выяснилось, что Кирилл Бревер хочет со своей группой сыграть концерт именно в том месте, где мы хотели делать выставку. И мы решили это все законнектить, потому что у нас одна тусовка типа. Вот, и в итоге это получилось сделать, и мы решили там быстро дорисовать холсты, а их все равно получилось 40 штук. И как непонятно, то есть собирались у меня дома, я хотел сказать в основном, а не в основном, а вообще только у меня дома собирались. Все рисовали просто, как это, не было никаких заданий, то есть вообще нихуя не было. Был вот этот вайб, что у нас тут коронавирус, у нас тут зима, полный пиздец, все что-то не пойми, что делают. У меня была какая-то вообще там лютая депрессия, такая, знаешь, клиническая. И мне показалось, что в этот момент надо начинать работать. Типа работать, что-то делать, да. И так вышло, что все начали, в принципе, работать, что-то делать. И мы заезжаем к Максу в итоге в Not Found. Это в Москве, кто не знает. Секретная галерея, где выставляются граффити-художники. И мы в итоге на тачке привозим нашу выставку просто с Серегой за один день. Начинаем жестко, как какой-то монтаж века. То есть это был день вот этого вот монтажа, тоже непростой. А потом я смотрю, понимаешь, что реально дохера холстов. И там какие-то художники, я считаю, просто лучшие в мире, собрались. То есть вот эти все чуваки из команды, сколько там, 7 человек. Как-то так вышло, что они все нарисовали. И вот эта выставка, она взяла и как-то появилась ниоткуда. И я смотрю в итоге и думаю, блин, что за пиздец, типа, реально вот эти холсты совместные, там, индивидуальные. И все очень так, да. Так вот мы выставку делали зимой. Там было немного людей, но все, кто хотел посетить, они посетили выставку. Помню, как накидался на открытие. Да, накидались на открытии, хотя там нельзя было вообще накидываться, но мы накидались. Я тоже накидался. Причем так вообще поставил. Макс там, да, жаловался, наш галерист, что мы, блядь, мудаки себе ведем. Боб заходит, короче, тащит пивас из вкусвилла. Он такой, а ты куда пришел? Он такой, на выставку, что не видишь, что ли? Типа даже не знает, что это хозяин хаты, там с ним разговаривает. Вот, он такой, да ладно, тебе что тут? Бля, там Ира пролила пивас на, бля, диван. Макс в итоге, когда все уже закончилось, он стал таким, знаешь, хорошим, он сказал, что похуй, там и пивас, то, что пролили, и то, что все напухались, и говорит, ну как же без этого. Но когда это происходило онлайн, он, конечно, да, был не очень доволен, но там до нас была премьера этого московского метросерфинга, Ну, ТПД, да, вот. или кто там, ТПД, Д2, очень крутой видос, кстати, пиздец. И мы пока делали выставку, мы наблюдали, как эти чуваки там тоже что-то суетились. Ну, прикольно, я считаю. Вообще у Макса собираются там вообще элита. Хотя после нас какая-то уебищная выставка там была, каких-то провинциалов, непонятно, не знаю, ничего не могу сказать. Но в целом вот эта выставка Ёб-Нёг, она еще является такой предтечей выхода книги Нёг. 20-летняя история команды Нёг должна быть обрамлена в некую книгу, которая уже сверсталась и должна выйти этим летом.
Вот. Еще также выйдут кассеты, которые, ну, музыка, которую записал Кирилл Бревер, наш, как это, ну, это наше все, это как вот у верующих есть, да, Иисус Христос, у нас есть Кирилл Бревер, он записал музыку, вот, и должна выйти книга, кассеты. В принципе, все те, кто в теме за российское граффити-движение, им должно быть это интересно. Ну, как они там сверстали эту книгу, я не знаю, но по каким-то совсем воспоминаниям, таким осадочным, она что-то должна быть с конца, блядь, как-то с конца на начало вроде бы. Ну, за 20 лет истории команды больше 4000 фотографий, то есть, ну, это интересно. Мощный материал. Да. Очень мощная херня, и она вот сейчас там как-то происходит, и, надеюсь, будет какая-то интересная презентация. Именно когда-то, на самом деле, люто фанател по всему этому авангардному граффити, пока я не понял, что оно для меня является чем-то столь же инородным, как и квадратные буквы. Вот. Ну, то есть в определенный момент я понял, что не хочу закладывать в эти импульсы и формы вообще ни черта, типа никакой информации, чтобы люди все там сами что-то додумывали, а я просто вот, не знаю, как прошелся к этой стенке, подошел там, разнес, короче. Ну да, но тем не менее, как материал, чисто взглянуть на это все как какой-то такой, как это правильно назвать-то? Альтернативный подход. Ну, альтернативный подход, да, не, ну, как бы, короче, я считаю, что команда НЕОК произвела на меня впечатление, просто это как-то въелось, типа, в сознание, вот именно тот период творчества, который был как раз-таки вот в конце нулевых, допустим. Там они для меня являлись чем-то вообще прям сверхъестественным. Да, на данный момент я просто как будто бы этим сверхъестественным настолько сам лично переполнился. Это, опять же, ну, только персонально. То есть, что меня это просто уже так сильно не удивит, как тогда, типа, удивляло. Но рассмотреть это как именно крутую информацию, да, там, поностальгирую по некоторым работам, кое я многие вживую там видел еще в те времена. Вот, это супер крутой опыт. Так же, как посмотреть, наверное, вот этот видос, который 2004 года, как-то он там назывался, уже не помню, он весь там под брейкбиты такие, идемы, короче, вот эти какие-то вставки там с ультраправыми лол, вот, со всей вот этой штукой. Слушай, ну, мощный видос, типа, вообще супер крутой. Он у меня, наверное, рядом с гоп-стопом «Зачем?» и даже в какой-то степени я считаю, что он еще более трушный, чем «Зачем?», короче, ну, то есть, вообще, прям максимально люто. Изгладимые впечатления, короче. Но тогда, а сейчас, типа, ну, я вот даже на выставку к вам пришел, я начал, типа, ее анализировать как-то для себя, я поймал общую нить концепции. Может быть, это тоже какая-то, типа, дебруха, с которой я не могу там никак смириться или признать, что она у меня есть, но я такой ходил. Или это называется еще экзистенциальное поражение, когда ты видел уже много, типа. Слушай, Толян, ну это не отрицается, что сейчас все, да, развилось настолько, что это, ну, это ни в коем случае не какая-то уникальная концепция, то есть... Ну вот смотри, ты говоришь там эти самые однажды в СССР, то, что они выкладывают до 2005 года. До 2005 года у нас как бы интернет был и все окей там, но не наступило еще этой пресыщенности типа информации. Вот, соответственно, не было такого обширного там международного комьюнити, не было там типа дохрена чего вообще. Там, знаешь, как будто в первую очередь не было какого-то хайпа за счет граффити. То есть было соревнование между собой, но не было такого, что граффити рисовали графички для графички. Да, вырубаешь не так продолжается. Благости какие-то за счет. Ну и появилась краска еще хорошая. И
Ну, это все испортил. В принципе, нормальная движуха, то, что многие граффитосы перестали рисовать граффити, потому что поняли, что теперь каждый чувак, который более-менее умеет рисовать, начал сразу рисовать хорошо, и все динозавры начали умирать в этот момент, потому что поняли, что они теперь отсасывают там у каких-то там девочка ходит в художественную школу, она взяла там, блядь, Монтану и нарисовала там ебальник лучше, чем он, да, и все, и у людей сразу упали все члены, как бы. Ну, то есть нормальный фильтр, то, что все, кто был такими псевдокрутыми графичиками, они перестали рисовать, Ну, и этих все. девочек. Только члены. В Королеве тоже вот были такие, как бы, случаи упадка членов, как бы. Блин, у меня была проблема, типа, был каким-то аутсайдером, когда в Мытищах еще жил, нифига не переехал в Королев, и меня постоянно заебывали вот местные граффитосы, которые там круто рисуют, короче, вот эти качественные куски, как будто их там на плоттере вырезали, хрен знает, просто напечатали на баннере, они на стенке нарисовали, там все подрезано, 2 банки на контур, только 2 банки на контур, если не 2, то это вообще даже не кусок, как бы, да, там, вот. И, соответственно, да, я себя как-то не очень комфортно среди этого всего чувствовал. Хотелось чего-то более простого, и вдохновляли меня как раз-таки на тот момент Трёп, Нёк, там, Инфлакс. Зачем Да, в какой-то степени чувак, там я такой тащился там чувак. от всех этих собок, там такой был чувак. И Стати, мышь, вообще. Очень любил флопы Сташенька, вечно байтил, когда малой был. Вот, прям смотрел, думал, Да, а вот команда «Зачем», период «Мост», кто, вот это все, это Ну, и теги со шприцем. ультра вдохновение, да. Моста все Респект. время, да, там московские типа центра тогда заброшенные, типа жесткие были тоже. Всем этим вот сильно вдохновлялся тем, что там, ну, кстати, тогда по центрам не так сильно было распространено вот это влияние западного, короче, граффити и такого вот этого командного. Не, оно было, как бы, но оно все равно обыгрывалось как-то самобытно по-русски, и это все вписывалось как-то в архитектуру. Вот. Но я считаю, то, что мы сейчас рисуем в Королеве так частенько, да, это, ну, скорее вот с этой школы смежно, когда тебе не похуй на формы, как там в случае известных команд, и, ну, ты не концентрируешься на вот этой, блядь, выдроченности кусков. Вообще не знаю, зачем это, кстати, изначально. Не, ну другой вопрос, в какой форме ты его вообще из него выдручку сделаешь, короче. Выдручка в сторону именно что как журнал, просто по-своему ты его. Ну, в моем понимании граффити имеет одной из целью это выразить мысль. Выразить мысль ты можешь с помощью некой формы динамики, либо там в подходе к заливке той же самой какой-то. Но в моем случае это больше форма. То есть что ты хотел сказать. Вот. Соответственно, если у команды там вообще дохлые формы, и им важно количество их хуевых кусков, то можно смело там о них как-то судить. Вот. Сажать их на бутылку. Да, да, и вот эти вот истории со старыми командами, типа там «Зачем», вот эти какие-то олдовые штуки крутые, там видно, что люди, ну, соревновались в каком-то остроумии, что ли. Ну, каждый тег, он был такой, типа, неспроста. И вот это движение, вот эта вот движня, она сейчас утеряна. Она сейчас, ну, переживает такой кризисный период, что люди хайпят за счет, ну, того, что они просто рисуют, что Да, и 2 банки на контур. да, их инстаграм там кое-как обновляется, вот, но кайфа вообще никакого. То есть вот даже я смотрел сейчас инстаграм Броско, да, из Владивостока. Да, То есть, там ну, пацан кайфует нет, вообще. ну, куски очень крутые, я ничего не спорю, но сам подход к формам, он все-таки, я считаю, у него довольно такой
одинаковый, то есть он... Ну, как бы это... Ну, в вопрос смысле, именно у стиля, него в котором разные работаешь, по-моему. стилаки, но вот там нет такого, что я всматриваюсь и охереваю, как это круто, как вот, ну, могло там быть когда-то, что вот какое-то решение, как, знаешь, ну, типа, да чувак просто поймал стайл, он мочит очень современно и очень круто, то есть, ну, мне нравится, конечно, но, блядь, вчера я отписался, потому что я понял, что очень заебало. Old school. Ключевое слово. old school. Очень заебало, да. То есть все настолько круто, что это просто пиздец. Вот. А вот эта тема, когда ты берешь карандашик, и ты вот эту линию, ты за ней, ну, типа, наблюдаешь, куда она приводит, и ты вот с ней угораешь. Ну, это какая-то вот, не знаю, как сказать, старая дедовская вот уже граффити тема. Ну, Андрей много рассказал, Я не знаю, я чувствую, что я вот на эмоциях, то есть, бля, я на эмоциях, чуваки, мне пиздец. Просто мы обсудили прошлое в основном, а как бы есть же то, что сейчас происходит, и есть будущее, ну типа, Ну, в понимаешь, будущем что графички как бы будут, блин, граффити дошираком вся, рисовать. вся хуйня, если ты что-то вспоминаешь постоянно, собственно, это вот уже первый, блядь, симптом депрессии, собственно, туда ваша, блядь, вся и радость уходит, короче, я вот вам что скажу. Прям вот это совершенно очевидно, прям сразу можно сказать. Да не, я, кстати, кайфую, но кайфую просто... Даже не, от локальной сцены я продолжаю кайфовать, хотя кайфовал больше, когда... Так кайф, да. когда мы с вами не были знакомы, чуваки. Тогда я Да, ходил, думаешь, меня бля, вообще какие крутые клинило. парни, познакомишься, думаешь, ну, бля, опять какие-то мудаки, типа, ну ладно. Да, ну, я не думаю, Андрюх, что ты Нет, мудак. так бывает на самом деле, типа, знаешь, там иногда, это как вот, блядь, песня пиздатая, типа, лучше ее не переводить ее слова, потому что там, скорее всего, полный хуй. А так, что у тебя подсознание Какие там, песни такие? что там подсознание подстроило, то есть все, образ сложился, все, лучше его прям таким и оставить. А передать этот образ еще сложнее, то есть, типа, там из подсознания достать, то есть, также, как бы здесь лучше, например, если ты знаешь, что чувак как-то концентрируется, но, ну, типа, там, на каких-то работах, но ты, например, случайно узнал, что у него в гараже там хуёвый мотоцикл, например, и его посчитал там долбоёбом, то есть это разные вещи, понимаете? Или там посчитал, что вот он работает, не знаю, там, каким-нибудь, блядь, этим Охранников пятерочки. охранником в пятерочке, то есть там, блядь, ну, я не знаю. Мне кажется, Блок, Крюк, там это из охранников из пятерочки. Ну, отлично, творческие. Вот, кстати, да, мы сегодня обсуждали вообще Блок, Крюк. Корей, Первомай, Да. это надо показывать, это не расскажешь. Потому что это как раз таки есть тот самый образ первобытный, вот его надо ее, он, о нем не скажешь, его надо видеть, его надо прочувствовать. То есть это не ртом делается, короче, вообще не глазами. Ты видишь, блядь, все, как вон тот красный квадрат, треугольник твой, круг, блядь, в смысле, с точкой, вот, тоже он работает. Почему он работает? А вот потому что потому что есть диалог и какое-то обдумывание, ну как бы интеллект есть. Вот. И все. Я думаю, мы просто думаем, что ты хуя все. Поэтому как бы и граффити есть. Жаль, меня граффити это вообще что-то не из башки, это откуда-то из другого места. Ну, Я меня из может, башки там, я не конкретно. знаю. Вообще. Когда-нибудь просто найдем человека, который там граффити из жопы. Была там какая-то художественная, что-то недавно рассказывали, что он там... На выставке Полила мясо просто своим местом. Еще видел скрыт. Мне просто было удивительно, я бывал в провинциальных городах каких-то, где вроде бы красивый город, там речка течет, но там нет граффити вообще никакого, там какие-то сугубо чикаревские непонятные, ну или не чикаревские, такие тяжелые куски какие-то черно-белые, такие бановские. И непонятно, почему людей не вдохновляет их город. Ну, я не говорю про нормальные какие-то города, там типа Екатеринбург, там Нижний Новгород, там понятно все.
дохера каких-то художников, но куча городов, где вообще граффити нет. А думаешь, блин, в Королеве тоже вроде ни хера нет, то есть тут какой-то непонятный мэр, какая-то хуйня происходит, что-то Кто-то что-то мутит. речки нет нормальной даже, да, вот у нас это Клязьма сраная, Ну, вообще не Самодворовский, вдохновляет, сука. да. Всё Но вдохновляет вот что-то другое, значит, то есть я сам просыпаюсь, вот я вчера проснулся, я понял, что я вдохновлен, то есть мне хочется нарисовать интересный рисунок. А почему непонятно, то есть вообще непонятно. Вот я сел, начал рисовать. Вы пили воду из Клязьмы когда-нибудь? Нет. Ну, блин, Пробуйте это, зайти в Клязьму и попить воды, чуть-чуть. Это самое, у меня есть... Сразу желание рисовать, это пойдет в У меня противоядие. лично моя версия, что есть же вдоль берегов Клязьмы очень много этих, если бы сейчас Егора мы не было, мы сейчас с ним затем я прям у меня просто очень много материала уже собрано, архитектура и какие-то малые строения, рисунки, все находится вдоль берегов Клязьмы. И я подразумеваю, что те люди, которые питаются водой из Клязьмы, они начинают плести лоскутами все время. И граффити тоже здесь перекликается в некоторых местах. Да, Леха, ты просто лоскутами плести любишь. Ну, Не, они там много коллажируют. Я, кстати, коллажировать начал до того, как к Клязьме вообще какое-либо отношение начал иметь. Ну, то есть никогда там особо в коллаж не лежал, мне не так. ты просто не заглядывал. понял, что я сейчас имею в виду. Я не говорю про какие-то техники, а про вот эту сама вот эта энергетическая сущность, как бы, блядь, сердце вот это само. Города на реках образуются. Королев же образовался не потому, что, блядь, все тут решили тут в космос летать, а потому что река была. Тут были несколько фабрик. Это потом космонавтика пришла. И он стал Королев. До этого он там был, по-другому даже назывался. Калининград. И до этого тут были деревни при фабриках. И как раз таки эти фабрики располагались на Клязьме. И как бы все время заглянуть, если вот на прибрежные места, где Клязьма, какие-нибудь Ебеня, зайти, там сразу охуенные места находятся, какие-то бытовки, какие-то будки, какие-то заборы, какие-то, сразу у тебя там, пожалуйста, утилизируется мысль и начинается вдохновение, конечно. Кстати, много в карантин гулял вдоль Клязьмы. С двух сторон там все излазил, помню, нашел кошачий череп какой-то. Пиздец, вдохновился его формами. Например, да. Есть в Королеве кладбище домашних животных, вот как раз таки на берегу Клязьмы находится. А там в Мытищах тоже есть кладбище домашних. Такие какие-то могилы. Ну, короче, еще самопал. Очень много самопала. Вся культура граффити это самопал, короче, пиздец. И опять-таки вдоль берегов Клязьмы огромное количество самопала. То есть просто нету никакой инструкции, как нарисовать граффити. То есть то, о чем Андрей говорил, что есть не то, это граффити, нарисованное по инструкции, как это надо делать. То есть надо взять баллон, надо нарисовать там это, нарисовать то, сделать это, сделать то. И огромное количество людей начали так ебашить, но они не поняли, что и зачем они делают. Почему-то они решили по инструкции. То есть как им сказали рисовать так, и они так сделали. Здесь такого нет. Точнее, есть, но в меньшей степени. Тут люди придумывают каждый себе сами свою инструкцию. Типа. Да. Не знаю, здесь мне кажется, у людей просто свои. вот это вот есть коммерческое граффити с точки зрения именно коммерциализации, типа, одной
Короче, грубо говоря, ты там рисуешь вообще там полную социальщину, все там на заказ, короче, да? Это вообще уж там не граффити, нифига. Есть вот коммерческое граффити, именно в духе, как правильно рисовать, что тебе точно понадобится 2 банки на контур. Вот эти о чем. Ну, да. Я помню примерно, да, тоже тему с 2 банками. Ну это, Леха, вот то, о чем ты говоришь, это вот наша волна, как бы я считаю, которая, в принципе, она во многом такая, знаешь, твоя такая волна. То есть вот Леха это адепт DIY граффити. И я считаю, это очень охуенная вообще тема, то есть это то, на что стоит обратить внимание вообще российским исследователям современного какого-то арта, вот этого, то, что, ну, Все, чтобы все спугнуть нахуй и все, чтобы закончилось. ну, потому что это Лишние глаза. реально это прорыв. То есть получается, что люди сейчас, у них мозги промыты, что если ты графичик, то ты должен теперь надеть какие-то там штаны Так сраные, это и охуенно, типа. идти в какой-то Это же магазин. это просто щит. Ты можешь просто творить сколько хочешь, типа тратить время, и при этом никто тебя не будет заебывать. Просто потому что мне даже нравится. Вот, то есть ты, блядь, показываешь, что просто не понимает чувак, блядь, что нарисован. Такой, блядь. Он эмоционирует и громко говорит, что это хуйня. А это на самом деле, ну если наоборот так подумать, то типа в нем вызвало эмоции просто-напросто. То есть какое-то открытое неудовольствие. То есть. А если бы он увидел нормальный кусок просто, то он бы такой, да, ну он типа просто ничего просто не сказал. хуйня, Ну это нормальный да. кусок. Допустимая хуйня. И вся вот эта хуйня, она Дармяк. заканчивается просто, потому что началась не так, как надо. Когда люди начинают это понимать, они просто, ну, как бы въезжают, типа, что надо делать. Ну, там у всех там как-то по-своему это работает. И все. Ну, типа, просто нормально, как бы все идет так. Ну и по DIY граффити сейчас в России многие вроде бы развиваются, даже не граффити, может какой-то стрит-арт, но многие, я считаю, не одупляют вот в чем, что происходит, то есть не понимают саму философию, просто рисуют говном, которое есть в наличии. Ну, Антистайл, да, типа? и антистайл, и какой-то вот Краски стрит-арт. для потолков. Стрит-арт, да, там пойти на какую-то хуевую там заброшку, нарисовать там свои какие-то рисунки, ну просто потому что тебе по приколу, да, что вот нету краски. А здесь как бы другое, да, то, что Ну как это инструмент, по сути. ну то, что мы пытались всегда осмыслить вот этот хуёвый инструмент. Например, ты начал делать мелки, да, ты же их тоже не просто там вот делал, чтобы они там след оставляли, да, чтобы это был какой-то уникальный, типа, интересный продукт, который оставляет определенный след, определенный эффект. Я хотел с контурами заморочиться, чтобы были контура, типа, как карандашом, как будто как на скетчах и на холстах, только на стене, типа. Потому что это очень прикольный эффект. Тонкий, какой-то такой вот, без баллонов. Вот он тут тоже, ну, атмосфера, короче, атмосфера дает. Типа того. Ну да, и все это как бы в итоге получилось. Ну и так вышло, что мы настолько задрочились в этой всей истории, что ну, движуха опять получилась очень локальная. То есть если ее никак не объяснять, не обосновывать, то есть вообще непонятно, что происходит. Вот эта микросцена, она как бы ну, мы варимся сами в себе, это очень прикольно, очень интересно, нет никаких правил, то есть никто не должен рисовать там очень часто или очень как-то много там определенно,
То есть у нас диалог такой, он какой-то локальный. Но это вот именно команда Ёп-Нёп, в первую очередь. То есть вот это вот движня, но в целом весь вайб по Королеву, вот это настроение, оно какое-то тоже, ну очень интересное. Как дети, типа, такие, пойдем. Дети Индиго, да. Дети индейка. Блин, мне кажется, сейчас просто градусов 40 уже вот здесь. Да. Вообще по-любому еще раз парился. Я вот чувствую, что у меня сознание Я здесь кидает тело. Ну, в таком типа составе точно нет. Ёбнуться можно. Я просто уже 3 раза Я встал. тут один, когда оказываюсь, более-менее типа ок. Вот, сейчас тут вот наш гость, типа, иногда отдыхает, короче. Вот. Я лично живу вообще там на улице, прихожу домой, падаю без чувств, там на диване. А тут гость. Там обещали какой-то сверхапокалипсис завтра там или послезавтра. Да, прям жду с нетерпением. Ураган. Ну должен быть какой-то тотальный день А расплаты. мы сегодня, знаешь, что видели? Это квадратное облако на Яндекс тучках. Ну, Прям реально квадратное облако над Москвой шло вот Охуенная такое. тема. Вот вообще, вот, кстати, охуительно вдохновляет. Кайф. Карты, блядь. Обожаю карты смотреть. Блядь, это вообще Да, пиздец, граффити, кстати. короче. Облака, всякие вырубки леса, там вот эти сибирские, браконьерские, жесткие вырубки, но они такие геометричные, пиздатые, какие-то получили. Как так сделали? Хуй знает. Это самое строительные какие-то вдохновения, тоже очень много каких-то вот рабочих приколов. Я имею в виду там да, покрышки везде разбросаны. Какие-то уебки, короче, разбрасывают по городу покрышки. То есть на всех помойках по пирамиде из покрышек, короче, каждый понедельник. Я просто уже, типа, ну, тоже фоткаю, их такой, начал на это внимание обращать. Реально, блядь, покрышки, короче, появляются новые. Они почему-то синие, зеленые, желтые, всегда они какие-то разукрашены. И везде. И в Королеве есть одно болото, в которое сбрасывали покрышки, и оно наполнено доверху покрышками. Ну, зато не утонешь. Да, блядь, да я не знаю, да это пиздец. И это какая-то отворотка Клязьмы как раз таки, которая там образовала вот это озеро. И оно прям выглядит как, это вот как, знаете, типа мистические места какие-то есть там. И это вот тоже бедствие какое-то. Как это сказать, катастрофа какая-то, типа, вот это, блядь, техногенная, короче, Да. технологический коллапс. То есть, блядь, покрышки все это, куда-то, блядь, они что-то формируют тоже, какое-то вот бурление, где тоже появляются интересные какие-то задумки, могут взяться. Да. Бедность все, блядь, как-то влияет, блядь, как-то влияет, блядь, как-то влияет. Блять, как